Bluetooth наушники с S-образным мостом, стильным дизайном, удобной эргономикой, механическими кнопками для управления, мультипоинтом до 2 устройств, поддержкой подключения к смарт-часам от Amazfit, защитой по стандарту IPX4, и обо всем этом, разумеется, можно прочесть в рекламе к наушникам под названием Amazfit Up. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, сейчас я вам расскажу. Распаковка Amazfit Up в компактной коробке приходит из тонкого картона. На коробке есть название, краткие характеристики и, разумеется, изображение модели. Упаковка обыкновенная, в комплекте мы имеем кейс, наушники, краткое руководство. Один наушник весит 5 граммов, а кейс 34 грамма. Габариты кейса и наушников вы видите на экране. Звуковод овальной формы с пластиковой сеточкой. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот YouTube-канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов, и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в Телеграме, и вы будете автоматически в розыгрыше. Все розыгрыши в конце каждого месяца на стриме. Перейдем же к обзору. Amazfit Up можно приобрести, по всей видимости, только в черной расцветке. Как по мне, белая расцветка не была бы лишняя. Основная часть кейса выполнена из матового пластика, а крышка из матового полупрозрачного пластика, на которой есть надпись Amazfit. Качество материалов, к сожалению, не лучше. Я бы сказал, что материалы могли бы быть слегка и качественнее, что можно сказать и про сборку, она тоже не волшебная. Дизайн кейса неплохой, но форма у него не особо удобная, ко всему он мешается в кармане. Далее, на корпусе расположили разъем Type-C, LED-индикатор, кнопку для сопряжения и краткую информацию. Открыть кейс одной рукой можно, но очень проблематично. Куда быстрее будет освободить вторую руку и открыть кейс двумя руками. Шарнир пластиковый, крышка в открытом состоянии фиксируется, но люфт у крышки есть. А также крышка плохо открывается. Хлопок при закрытии кейса звонкий, но не громкий. Внутри расположили 2 места под наушники с 2 контактами для зарядки в каждом. Наушники в кейсе гуляют. Вытряхнуть с открытой крышкой кейса наушники у меня не получилось, что очень даже хорошо. Извлекать наушники из кейса удобно, как и устанавливать их обратно. Переходим к наушникам. Большая часть наушников выполнена из матового пластика с интересным оформлением, а часть с драйвером имеет шаровидную форму и выполнена из глянцевого пластика. S-образный мост довольно гибкий, но у него не регулируется сила зажима. Дизайн мне импонирует, выглядит данная пара стильно, но, что самое главное, наушники легкие. Посадка комфортная, уши не устают, наушники сидят плотно, поправлять их во время занятий спортом лично мне не приходилось. Далее, на корпусе есть микрофоны, маркировка left-right, контакты для зарядки и механические кнопки, что с одной стороны это плюс, так как мне нравятся механические кнопки, но с другой стороны нажимать на данные кнопки не так удобно, как мне предполагалось. Не доработали. Из команд на борту play-пауза, переключение треков к следующей песне, ответ, сброс вызова, регулировка громкости, вызов голосового ассистента или вызов Flow. Но только если наушники подключены к смарт-часам от Amazfit с поддержкой этой функции. На команды наушники откликаются корректно, минус за то, что нет возможности переключаться к предыдущей песне, и за то, что настроить команды под себя также нельзя. Во всяком случае, пока. Amazfit App, на удивление, нет в списке фирменного приложения. Это плохо. Некоторые команды сопровождаются системными звуками, а остальные команды не имеют озвучивания. Далее, наушники типа вкладыши, Bluetooth версии 5.3, из кодеков на борту SBC и AAC. Поддержки каких-либо дорогих технологий в данной модели нет. Но есть полноценный мультипоинт до 2 устройств, за что, разумеется, плюс. Заряд наушников в шторке отображается, по одному наушнике работают, но переподключение с небольшой задержкой. Функция автоматической паузы Amazfit Up не поддерживает, так как нет датчиков обнаружения. Это тоже плохо. Автоматически они подключаются после открытия крышки кейса. То есть по функционалу, по большому счету, то же самое, что наушники за 20 баксов. Емкость аккумулятора же кейса здесь 440 мАч. Полный цикл зарядки кейса занимает 1 час 45 минут. Емкость заряда одного наушника 50 мАч. Полный цикл зарядки наушников от кейса занимает 1 час 20 минут. Отыграла данная пара на 65% громкости по кодеку AAC 5 часов 10 минут, а с кейсом они могут прослужить не более 20 часов в подобном сценарии использования. Водонепроницаемость у наушников IPX4 после утопления мой экземпляр не пострадал, но неизвестно, что с ним произойдет в ближайший месяц. Хотя, с другой стороны, за 7 лет YouTube еще ни одни наушники не погибли у меня. По стабильности связи все хорошо, через одну стену наушники от смартфона не отваливались, как и через 2 стены. Задержка на YouTube незаметна, а в играх задержка не столь минимальна, но играть можно. Пример вы сейчас увидите на экране.
Микрофоны в данной модели используют различные технологии для шумоподавления посторонних шумов или шумов ветра. На практике не все так отлично, а все из-за расположения микрофонов, так как они далеко от источника звука, да и в целом качество передаваемого звука низкое. Примеры вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов беспроводных наушников Amazfit Up. И повторяю, что беспроводные наушники-шнурки — это лучшее, что может быть для разговоров, потому что микрофон рядом с источником звука, либо микрофоны у смартфона. Потому что, допустим, у меня Apple-овские уши за тридцатник, и от того, что они тридцатник и Apple и работают вместе с iPhone, у них микрофоны все равно не идеальные. Звучание Amazfit Up не является сногсшибательным, но оно однозначно неплохое. Если по полочкам низких мало, высокие звучат приглушенно, но приятно. Середина проработана хорошо, но можно было бы и лучше. В общей картине звучание средненькое, минус за то, что нет возможности персонализировать звучание в стоке. Из минусов: дешевые материалы кейса, нет поддержки фирменного приложения, механическое управление не всегда удобное, а также минус — это цена, так как цена на них слегка завышена, как по мне. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Там всегда много полезного. И этим вы очень сильно поможете проекту. Резюмирую, подобного форм-фактора я уже обозревал одну модель от Huawei, а именно FreeClip, но они достаточно дорогие. Также на обзоре был бюджетный вариант Halo Air Free. Кому интересно, можете посмотреть ролики на канале. Но что интересно, так это то, что я параллельно с Amazfit Up использовал Anker Soundcore C30i. Из наблюдений могу сказать, что по функционалу и звучанию выигрывает C30i. Ко всему, у них больше различных полезных функций для более комфортной посадки. Но C30i тяжелее, чем Amazfit Up, и у Amazfit Up есть связка с часами Amazfit, что для многих может являться очень большим плюсом. Лично я бы использовал C30i, они, по моему мнению, лучше, чем Amazfit Up. Но здесь еще и вопрос внешнего вида, кому-то больше нравятся такие. В любом случае, вам необходимо отталкиваться от своих предпочтений. Не покупайте то, что вам не надо. От меня девайсу на распродажах максимально скромная «да», потому что по изначальному ценнику, конечно, покупать их было неразумно, хотя я и покупал. Подписывайтесь на канал с колоколом. Добра и удачи вам, дорогие друзья.